Всем привет-привет, с вами Алена. Сегодня я делаю маникюр нашей Лене, той самой, которая обычно выполняет педикюры со всякими сложными выросшими ногтями. Обратите внимание, что у Лены нет отслоек по свободному краю, и сегодня я покажу, что же мы делаем с ее ногтями. Руки у Лены достаточно проблемные в том плане, что они постоянно в перчатках, и кожа у нее влажная сама по себе. Поэтому частые отслойки для нас практически норма. Ну, плюс мы, как всегда, переносили покрытие здесь сильно больше месяца. Все заросло, и у нас, естественно, не хватало времени. Мы снова сидели ночью, и поэтому делали прямо по-быстрому. Я помню времена, когда нехватка времени была такой жуткой, что мы могли просто снять покрытие, подпилить длину и покрасить лаком даже без обработки кутикулы. То есть это было не под кутикулу, там было несколько миллиметров, но когда уже было прям совсем невозможно, мы делали даже такое. Поверьте, мастера способны на страшные вещи, когда касается маникюра самим себе. Потому что, еще раз, как я раньше говорила, себя не жалко, и на себя, если честно, прям пофиг. Поэтому маникюр прям, ой, какой сильно нечистый, и мне не стыдно это показать. Это наши будни, это наши ночи, я бы даже сказала. То есть мы еле как договариваемся, чтобы все это где-то смочь сделать. Поэтому показываю, как есть. В общем, сняли покрытие твердосплавной фрезой, отодвинули кутикулу, срезали первый лишний слой кожи, который нам мешал, опилили, обработали фрезами, и вот теперь переходим к более глубокой проработке, если можно так выразиться в контексте нашего маникюра. В общем, хоть что-то хотя бы чуть-чуть убираем, немножко зашлифовываем, и далее нам нужно будет подровнять кусачками то, что прям очень сильно торчит. В конце рабочего дня, когда ты 12 часов отпилил, конечно, попасть по кутикуле уже дорогого стоит. И вот сейчас на видео, когда я это монтировала, я понимаю, что я очень много не дочистила. Но, опять-таки, мы не такие придирчивые, нам вообще не до этого. И, главное, покрашено, и уже хорошо. У нас тут есть ноготочек, который в прошлый раз мы протезировали. Вот этот указательный палец, Лена туда что-то загнала, она уже не помнит что. В общем, там боковой нихолизис был, и было, по-моему, даже немножко гноя. Ну, в общем, мы тогда все зачистили и чуть-чуть доложили полигелем. Наш боковой нихолизис срастает, и мы снова его докладываем. Но что я хочу сказать? Мы это делаем, потому что мы всегда находимся в зоне доступа друг у друга, и если что, можем проконтролировать. И также понимаем, как важна там обработка и так далее. Я не советую это делать на клиентах по причине того, что вы не знаете просто, что потом они будут делать с ногтями. Мы тут хотя бы друг друга мониторим, то есть там эксперименты какие-то можем ставить и так далее. Поэтому такие действия — это не руководство к эксплуатации ногтей и полигеля. Это просто наши эксперименты. Хотя, по идее, лучше было здесь взять, конечно, гель для протезирования. А вот тот самый вариант покрытия, чтобы не было отслоек. Нужно взять базу и выкрасить ей вот таким образом кончик, как я сейчас показывала, просушить и дальше сделать обычное выравнивание. И в самом конце мы подпилим пилкой под углом. И получится все очень красиво. Будут четкие торцы, и носиться будет отлично без отслоек. Базу взяла цветную с какими-то крапушками. Вроде лето кончилось, а цветных баз осталось много, поэтому будем использовать. Дальше тут у меня приятный бонус. Nail Best увидели, что я, как всегда, черти где гель-лаки размазываю. Видимо, пожалели меня и изготовили мне палитру, и бонусом положили вот такие красивые слайдеры. Красивая палитра, именная, специально для меня. И внутри, точнее не внутри, а с той стороны, смотрите, такая мягкая штучка, поэтому, когда будешь класть ее на стол, не будет неприятного звука. В общем, за это отдельное спасибо, это было очень приятно. Дальше у меня тут лачочки новые, они называются Genetic. Я выбрала несколько осенних оттенков, фиолетовый, изумрудный, естественно, бордовый и пару бежевых на пробу. Цвета плотные, ложатся без проблем, все классно. Вот такие вот оттенки, я их нанесла, сейчас рассматриваю, палитра новая, красивая. Ну, в общем, берем черненький и будем рисовать. Плана, что конкретно рисовать, у меня не было, поэтому это импровизация, просто набор полосочек, каких-то закруглений и так далее, которые мы просушим и будем заполнять цветами. Раньше это называли, по-моему, мозаикой еще давным-давно, и тогда еще фольгу печатали. Но мы не будем печатать фольгу, я хочу оставить вот такие черные контуры и просто местами заполнить их цветом. Самое главное здесь сначала обезжирить ногтевую пластину.
точнее базу там или наш цвет подложку. Обезжириваем это для того, чтобы черный не растекался. Черный я смешала гелевую краску без липкого слоя и гель-лак для плотности и для того, чтобы тянулся. Хорошо просушили. И дальше рисуем каждый цвет, просушивая отдельно. Я рисую сразу на 2 ноготочка. Там нарисовала бежевым, тут нарисовала, просушила и так далее. Цвета выбираю из тех, что у меня есть из этой посылки. Мне кажется, что они очень интересно сочетаются, особенно на фоне нашей фиолетовой базы с пупырышками. И ничего, даже что 2 бежевых, я сначала подумала, что они практически одинаковые, но на самом деле один холоднее, другой теплее. И в итоге получился очень интересный и приятный рисунок, который я не знаю, как назвать. Если у вас есть какие-то варианты, можете написать в комментариях. Может быть, так и останется этой мозаикой, а может быть и что-то другое придумайте. Вторую руку нам, естественно, было уже лень делать, поэтому просто поставили на нее мазки, а вот на некоторых пальчиках, на бежевых, мы дорисовали леопардика. Дальше просто покрываем все глянцевым топом, хотя была, конечно, идея покрыть матовым, но, зная нашу работу, не стоит так рисковать. В общем, наш результат, прошу любить и жаловать, руки нашего драгоценного мастера Елены. И самый важный момент – это подпилить пилочкой. Пилочку заводим под ноготь, таким образом мы делаем эффект запаивания торца. Вот как раньше просили клиенты, да, закрыть там все гелем. Вот сейчас можно просто подпилить, натурально ноготь идет вовнутрь и отслоек точно не будет. А с вами была Алена, пока-пока и до новых встреч!